привет! Сегодня 11 июня 2021 года. Для Минской области Пуховического района ни для кого не секрет, что у нас прошел здесь сильный дождь и сильный град. И прошел он буквально 7 числа. Только буквально мы пережили июньские заморозки, которые были в начале июня, там с 1 на 2 июня. Вот еще один коллапс, это град. Сейчас я покажу, ставлю видео, которое мне прислал подписчик, который как раз в этот момент находился на даче. Все, он буквально рядом возле меня находится, и как все это было, он сейчас покажет. Конечно, эмоции там у него зашкаливают. Пиздец винограду. Град хуярит, гроза и град. Вот такая вот хиромантия у нас. Град, ребята. Вон какой, вон, на столе. Ну, я вот смотрю, критичного в принципе ничего нет, но последствия града, конечно, есть. И вот я даже сейчас покажу последствия града. Вот эти раны, это наделал град. Эти побеги, они не были подвязаны, они были коротенькие, они по сути были по горизонтали. И вот такое счастье нам привалило. И вот такой лист. Лист немножко тоже побило, покоцало, но не сильно, потому что могло быть и хуже. Причем на прошлых выходных я обрабатывал системным препаратом Орданом. Это медсодержащий системный препарат, потому что я обнаружил антракноз. Но в принципе оно и к лучшему, то что обработал, потому что после града тоже не помешала бы обработка. Поэтому системник работает довольно долго. Там дней примерно 14 он точно работает. Вот еще последствия града. Вот такие дырки он мне сделал на некоторых листьях. Слава богу, не на всех, но на многих. Есть целенький лист, а есть совсем, конечно, такой не то чтобы в решето, но дырки есть. Это последствия града. Бояться, в принципе, этого не стоит. Неприятный момент, но все-таки имеет место быть. Поэтому вот. И если бы были градины помощнее, то, конечно, оно могло и перебить этот побег, и листья вообще в сито превратить. Поэтому у меня было даже такое, что сбивало соцветия полностью, падали на землю. Ну ничего, град был относительно не крупный, поэтому вот такой у нас результат. Ну ничего страшного. Сделаем еще обработочку. Сделаем подкормочку. Добавим антистрессовый препарат. И в принципе, я думаю, все будет нормально. Сегодня синоптики в принципе не обещали дождя, но здесь нормально линуло. Причем линуло так, что буквально позабрызгивало все листья. Там молодой мой саженец. И, кстати, те, которые уже повзрослее, они тоже, в принципе, в грязи. Ну, проволока тут низковатая, это... Нет, хотя нет, это у меня проволока, она на расстоянии 50 сантиметров от уровня земли. И все равно грязь застала. Ну, ничего страшного. В общем, честно говоря, хорошо, что в прошлый раз обработал системником. Потому что еще как бы раздумывал. Это буквально перед отъездом я увидел, что у меня начинается, только начало было антракноза. Если бы я этой обработки не сделал, то в принципе сейчас бы ситуация была гораздо хуже. Антракноз плюс град плюс антракноз, конечно, добил бы мои кусты и было бы немножко попечальнее, чем сейчас. Системник работает, напомню, около 2 недель. Ну, с таким обилием дождей, ну, нормально, да. 2 недели он должен работать. Я думаю, на следующей неделе как раз уже приблизятся сроки
цветение. Сейчас еще рановато, но уже разрыхляется гроздь. Я думаю, в следующие выходные я уже сделаю профилактическую обработку от болезней перед цветением. Сейчас пока, наверное, не буду ничего делать, потому что еще пока ордан работает. Но буду единственное подвязки делать и посанковать, потому что побеги поперли, потому что потеплело. Так что пока вот такая ситуация на сегодня. Как вы видите, что травой все позарастало, потому что, в принципе, дожди лили и все поперло. Почва прогрелась, и у меня пока не замульчировано. Ну, мульча у меня пошла на другие дела. Значит, в следующий раз, когда я буду косить траву, конечно, мульчу уже буду подкидывать под виноград. Так, в принципе, дал возможность немножко земле прогреться, чтобы получше стартануло. Но мульчу уже надо сыпать. И вот, как видите, что опять все позарастало, надо опять прополоть. Поэтому мульча еще спасает и от лишней работы по прополке. Делал подвязки. Побеги, кстати, после обилия дождей довольно хрупкие. Они такие прям хрустящие. Даже умудрился некоторые переломать буквально на пустом месте. Кто более профессионально этим занимается, виноградарством, то они, конечно, натягивают сетки от града. Ну, там уже заморачиваются по полной. Там и расположение кустов немножко по-другому, чтобы можно было натянуть сетки. Но, по сути, они натягивают сетки прямо по всему участку. У нас, в принципе, и так солнца немного. Если еще эти сетки натянуть, то, в принципе, тепла еще будет меньше. Поэтому в наших условиях, в условиях Беларуси, я даже не знаю, как с градом бороться. Но в моем случае пока так. Как будет дальше, пока не знаю. Ну, не критично, потому что на югах, кто все-таки этим занимается, там град посерьезнее бывает. У нас немножко с этим попроще. Там бывает град. Вот, видел несколько видео с Краснодарского края. Там град вообще с куриное яйцо. Там не то, что виноград, там покоцало и дома, и машины, и все, что хочешь. Поэтому и такое недовольно часто. Ну что, на следующий день у нас град опять пошел, и он решил, по-моему, окончательно добить мой виноградник. Ну что, опять град херячит. Чувствую, вообще останемся без урожая. Что творится, хрен поймешь. Честно говоря, уже попечальней стало. Совсем посек. Град был очень даже нехилый. Так что вон, смотрите, что он, зараза, натворил. Короче, раз в неделю теперь у нас град. То заморозки, то град. Землетрясения еще для полного счастья не хватало. Вот вчера уже сделал новые шпалеры. Честно говоря, уже заканчивали под ливнем и градом доделывать. Я боялся, что не застынет. Цемент вроде застыло нормально. В общем, пускай постоит. Короче, у кого ситуация такая с дождями, вот у нас получается всю ночь лил дождь. Вчера был дождь, град. Сегодня обещают дождь. У меня нет возможности даже обработать. Все мокрое. Ничего не дает высохнуть. Если высохнет, то опять дождь льет. В общем, если будет такая возможность, постарайтесь обработать от всех болезней. От милдио, от аидиума и от гнилей. Потому что очень влажная земля, особенно вот у кого суглинок, чтобы не поперли болезни. Так что лето будет то еще, чувствую. Ну и с таким обилием дождей не исключен и хлороз. В магазине Минска, кстати, появился хелат железа, поэтому можно уже приобретать и, в принципе, обрабатывать. Ну, вдруг, если кто не найдет, железный купорос и лимонная кислота. Рецепт, правда, не помню, ну, погуглите, там, в принципе, очень подробно можно все найти. В общем, в любом случае надо как-то обрабатывать, но нет возможности, все мокрое. Вот у меня лунка с новой посадкой. И она была, ну, где-то вот так вот в воде. Вода не уходила. Это после того, как дождь закончился. Поэтому, конечно, дождей очень много. Вода медленно уходит. Все, народ. Удачных вам урожаев. Смотрите, не заморачивайтесь сильно. Все будет хорошо. Не впервой. Всем удачи, пока.